Продолжаем. Собственно, сердцевина эзотерики, по крайней мере, на начальных этапах развития, это духовное целительство. Да, тема ролика: что такое духовное целительство, какие еще бывают виды целительства, и самое главное, что здесь нужно знать и уметь. Да, вот суть духовного целительства: мы общаемся с тонким миром для того, чтобы получить информацию, почему неприятность, как исправить ошибку и что нужно сделать, чтобы получить те или иные призы, да, те или иные возможности. Если рассмотреть в целом виды целительства, то есть целительство как помощь человеку. Там врач, что он делает? Ну, что-то делает с физиологией. Конечно, как бы зубы ремонтировать, все это нужно. Но тяжело помочь человеку, если он не хочет жить. Да, вот там онкология. Да? Основные программы: цели жизни нет, радости нет, сражаться за результат, быть активным не хочу. Да? То есть программы говорят: выключи энергию и умри. Да, чтобы у человека был позитивный заряд и вырабатывалась энергия. Хочу жить, и мои цели таковых. За эти цели нужно сражаться. Я хочу жить в позитиве. Позитив созидает, негатив разрушает человека. Да? Когда у человека включается позитивная программа, он может выходить в том числе из болезни. Врач влияет на тело, это важно, но важно, чтобы менялось наше сознание. Да, там начальные уровни какие-то взаимодействия с тонким миром. Способности нет, понимания законов нет, но если я читаю какой-то заговор, что-то получаю. Да, там заклятие прочитал, вот, вся ситуация жизни, родственнички, да, родственники, заклятие там прочитали, стаканчик воды в угол поставили, на недельку конфликты прекратились, в казино все деньги проиграли, да, потому что то, что не соответствует законам духовным, за это нужно платить. Да, а чтобы помощь была без кармических последствий, она должна быть по закону. Да, когда человек просто пользуется там заклятиями или молитвами, ну, там они с разными последствиями, то он не совсем понимает, что при этом происходит и к каким силам он обращается. Да? Экстрасенс, у него есть способности, он видит, да, видит что-то лишнее, убрал, приходит карма, говорит: тебе кто разрешал? Да, это ж не ты ставил. Да, я немножко упрощаю, огрубляю, но если кармическое воздействие допущено кармой, для этого есть основания. И не исправив эти основания, человек не имеет права вмешиваться, да, в тот или иной процесс. Да, поэтому целители, вернее, экстрасенсы могут зарабатывать много денег и много болезней и других неприятностей. Что такое духовное целительство по сути? Оно основано на работе с духовными законами. Да? То есть если происходит неприятность, она происходит на основе закона, то есть человек что-то сделал не так, он нарушил правила игры. За это ему выписывается счет. Но точнее, одни механизмы, они запрограммированы в нашей душе, то есть негативная программа, там, злость, раздражение, сама человека разрушает изнутри. А другие уже ведут к внешним неприятностям, да, внешним кармическим воздействиям. Духовное целительство направлено на работу с законами. Да, то есть мы смотрим на человека, фиксируем, вот там какая-то магия, сущность, какое-то воздействие есть. Дальше выясняем, да, почему это произошло, какие законы нарушены, на что это нужно изменить. Да, понимаем, какие программы убрать, какие формировать. Дальше нам нужно, ну, если работать с другим человеком, одно из самых сложных – это не понять, а сделать так, чтобы человек это понял и принял, да, и чтобы внутри него произошли изменения, чтобы он был готов извиниться за нарушение и принять позитивные программы. Или по отношению к себе, да, убрать негатив, сформировать позитив. Дальше идут уже процедуры. Вы там кого-то обидели, поняли, что были неправы, но нужно же эту весть передать заинтересованной стороне. Да, это ритуалы. Они самые разные, но суть. Принести извинения, о чем-то попросить, сделать то, что нужно, выполнить формальности тонкого мира, чтобы, да, разрешение получено, воздействие убрать. Или разрешение получено, там, да, имеешь право к достижению той или иной цели. Да? Потому что браки совершаются на небесах. Чтобы был запущен какой-то процесс, да, что-то должно произойти. Там, скажем, фантом человека имеет право войти в такой-то эгрегор, получить такое-то покровительство, тогда процесс пошел.
Если говорят недопуск, ну, там, в дипломе плохие оценки в институт не примем, да, и не запускается процесс, человек не получает высшего образования, нет у него этих возможностей, да. Поэтому духовное целительство — зафиксировать проблему, понять программы минусовые, плюсовые, произвести изменения в сознании, да, в тонком мире все вопросы урегулировать. После этого можно, скажем, если это повреждение сознания тела, запускать процедуру восстановления. И если это судьба, запускать какие-то изменения там, программ в тонком мире. Да, это в целом духовное целительство. Практически большая часть возможностей эзотерики идет через него. Да, потому что бы мы ни хотели, нам нужно убрать то, что мешает, и выполнить условия для получения призов. Сам объект может быть произвольным. Влияние предыдущих воплощений, вчерашний конфликт, там, в будущем возможности или угрозы, раскрытие там, талантов, чувств, неважно. Все равно нужно убрать то, что мешает, понять условия и выполнить эти условия. Собственно, от чего зависит эффективность духовного целительства? Да? Не так уж и много школ работает в СНГ и в мире в этом направлении. От того, насколько эффективно каждый из этих элементов реализован, да, насколько глубокое понимание духовных законов. Да, у нас это все как бы прописано, да, соответствующая работа, духовные законы с подробностями, что, почему происходит. Да, насколько глубоки знания, вот что мы там видим, как что работает, да, чтобы можно было принимать решения. Насколько эффективны технологии раскрытия способностей, да, потому что способностей нет, ну и тяжело, да, пытаться использовать эти техники, насколько прописаны ритуалы, насколько хорошо изучены и прописаны все возможные процедуры восстановления и процедуры по использованию возможностей эзотерики. В данном случае мы стремимся, чтобы эти показатели у нас выходили, да, максимально, да, под 100%. Во многом у нас это все и в такой мере и реализовано. Если вы хотите воспользоваться этим инструментом в полном объеме, пожалуйста, и наши короткие курсы можно изучить для ознакомления. И, конечно, пожалуйста, подключайтесь к вебинару и к нашей основной программе. Спасибо, успехов.